Частный приют для кошек Tent Life Cat Rescue в Сент-Луисе, штат Миссури, попал маленький черный котенок. Добрая женщина нашла его лежавшим прямо на тротуаре между ее домом и соседним заброшенным строением. Котенок был покрыт пылью и грязью и казался уже умершим, так как совершенно не двигался. Работница приюта по имени Бобби в тот день принимала звонки с телефона, и именно она поехала на вызов, когда женщина, нашедшая котенка, позвонила в приют. Бобби думала, что он уже умер, но когда она коснулась его крошечной лапки, котенок чуть-чуть шелохнулся, хотя не издал ни мяуканья, ни вообще никакого звука. Он лежал на боку, а его лапки были недвижными и затвердевшими, но когда он повернул к Бобби голову и посмотрел на нее, она поняла, что у котенка еще есть шанс на выживание. Ветеринар осмотрел котенка и проверил его на рентгене, но не обнаружил никаких проблем с костями. Первоначальная версия была о переломах, кости не были повреждены. В то же время паралич не мешал котенку чувствовать прикосновение пальцев к его лапкам. Ветеринар предположил, что у котенка не установленная неврологическая травма. Никто не знал в полной мере, чем можно ему помочь и будет ли он ходить после этой помощи, но люди решили попытаться дать котенку шанс. Котенку дали звучное имя Линкольн и приступили к лечению. Котенку назначили физическую терапию, и ее было необходимо проводить не менее 5-6 раз в день, в том числе ухаживать за ним, так как он не мог сам сходить в туалет. Но Бобби была готова взять на себя эти хлопоты. Она устроила для котенка специальную лежанку с 2 скатанными в валике полотенцами по бокам, которые поддерживали бы котенка. После первой недели терапии Бобби заметила, как у котенка шевельнулась одна лапка. Бобби была в слезах от радости. А к концу недели он начал вставать на лапки в своей лежанке и пытаться делать первые шаги. Перефразируя знаменитое лунное высказывание, Бобби говорит, это была бы очень маленькая вещь для любой другой кошки, но огромное достижение для этого малыша. С каждым днем Линкольн становился все упорнее и сильнее. Он прошел медленный и трудный путь от первых попыток вставать и сидеть самостоятельно до прихрамывающей ходьбы и в конечном итоге стал передвигаться уверенно и нормально, как все обычные кошки. С тех пор прошло уже целых 5 лет. И теперь Линкольн красивый и здоровый кот, по которому никто не скажет, что он когда-то совершенно не мог ходить и лежал, умирая, на асфальте. Он может ходить, бегать, прыгать и многое другое, в том числе выпрашивать еду, стоя на задних лапках. Линкольн живет в доме Бобби и всем своим существованием показывает, что никогда не надо сдаваться, даже если кажется, что положение безнадежное. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.